24 миллиарда километров от Земли. Конец 2023 года. Зонд Voyager 1 внезапно начинает слать на Землю бессмысленный набор цифр. Миссия под угрозой. Инженеры НАСА проводят расследование и находят вышедший из строя чип памяти. Чтобы спасти аппарат, команда переписала программное обеспечение зонда, заставив его работать в обход битых транзисторов. Эта история — пример того, что в электронике надежность — это не случайность, а результат борьбы с износом и физическими ограничениями. И сегодня мы поговорим об одном из факторов этой надежности — правильном расчете запаса по напряжению. Приветствую, друзья! Это библиотека инженера. Существует один очень старый и очень стойкий миф в схемотехнике. Запас по напряжению — это некая магическая константа. Умножил напряжение питания на 1,5 или 2, подобрал MOSFET и спишь спокойно. И логика разработчика звучит убедительно. Если в схеме есть опасные выбросы, то я просто поставлю MOSFET с запасом, например, на 200 вольт для 48-вольтовой линии. Запас же карман не тянет. Спойлер, это тот случай, когда запас тянет карман. Еще как тянет. В этом выпуске мы подробно разберем, почему простая установка транзистора с хорошим запасом редко решает все проблемы. Мы выясним, чем мы на самом деле платим за высокое напряжение, и разберем подходы к запасу прочности для 3 абсолютно разных областей применения. Поехали! Раздел 1. Цена страха. Запас, который оттягивает карман. Вернемся к нашей поговорке из названия раздела. В силовой электронике это одно из самых опасных заблуждений. Ведущие производители в своих официальных руководствах настойчиво призывают не завышать номинал напряжения пробоя без крайней необходимости. В их документации написано: слепое наращивание запаса по напряжению — это инженерная ошибка, которая ведет к ухудшению характеристик преобразователя. Почему? Все просто. За высокое напряжение пробоя вы всегда платите сопротивлением открытого канала. Чтобы транзистор мог сдерживать более высокое напряжение и не пробиваться, производителям компонентов приходится делать его дрейфовую зону более толстой и менее легированной. И математически эта зависимость является катастрофически нелинейной. Сопротивление канала возрастает пропорционально напряжению пробоя в степени 2,5. А теперь давайте посчитаем. Вы подстраховались от выбросов и решили взять транзистор с двукратным запасом по напряжению. В результате вы получаете рост статического сопротивления канала более чем в 5 раз. Ваш транзистор, может, и не пробьет напряжением, но из-за возросшего сопротивления канала он начнет выделять в 5 раз больше тепла, и теперь у него есть все шансы умереть от теплового разрушения кристалла. А если вы захотите компенсировать это сопротивление и возьмете кристалл большей площади, у вас взлетят паразитные емкости, транзистор станет медленным, и вы получите огромные динамические потери. Большой запас по напряжению — это тот самый запас, который оттягивает карман и даже может порвать его. Понимая это, давайте введем единую метрику — коэффициент загрузки по напряжению. Это то, на сколько процентов от своего паспортного максимума транзистор работает в схеме. И посмотрим, как этот коэффициент отличается в разных сферах. Раздел 2. Область высоких мощностей. Промышленный привод. Начнем с промышленного хардкора. Для высокоиндуктивных нагрузок, подверженных мощным выбросам обратной ЭДС, таких как инверторы электроприводов или схемы управления соленоидами, распространена практика загружать транзистор максимум на 50%. То есть номинал MOSFET берется в 2 раза выше напряжения силовой шины. В этой сфере принято опираться на стандарты серии IEC. Особенность промышленных стандартов в том, что они редко предписывают конкретный процент загрузки транзистора напрямую. Вместо этого они устанавливают жесточайшие требования к безопасности, уровням изоляции и способности выдерживать переходные процессы. Как это определяет запас на транзисторе на практике? Стандарт требует, чтобы инвертор гарантированно выжил при резком торможении тяжелого станка или лифта. В этот момент двигатель работает как генератор и сбрасывает энергию обратно в силовую шину. Поскольку деться этой энергии некуда, она заряжает конденсаторы фильтра, и напряжение на них подскакивает с рабочих 540 вольт до порога срабатывания защиты, а это 800 или даже 900 вольт. Транзистор на 650 вольт такой нагрузки не выдержит, поэтому разработчики ставят ключи на 1200 вольт. Благо, в промышленном шкафу полно места. Можно позволить себе закрыть глаза на огромные потери, поставить массивный радиатор размером с кирпич и продуть его мощным вентилятором.
Здесь переплата за высоковольтный транзистор и потери на нагрев — это не следование магической цифре, а оправданная плата за отказоустойчивость промышленного оборудования. Раздел 3. Область высокой плотности. Компактные DC-DC и телеком. А теперь попробуйте перенести эту 50% загрузку в карманный гаджет или серверный блок питания, и у вас случится фиаско. Перемещаемся в мир высокоэффективных преобразователей. Помните про пятикратный рост сопротивления из первого раздела? Так вот, здесь он просто перегреет вашу плату. В этой области стараются придерживаться стандарта IPC 9592B, а в соответствии с ним транзистор разрешено загружать по напряжению вплоть до 80% от его спецификации. Запас остается всего 20%. Инженеры не могут пойти экстенсивным путем наращивания напряжения. Им приходится филигранно настраивать схемы, чтобы оставаться в этих жестких рамках и использовать низковольтные ключи с высоким КПД. Но если в земных условиях мы боремся за каждый процент эффективности, то на орбите правила игры меняются радикально. Раздел 4. Область космоса. Аэрокосмическая приемка. Именно поэтому тот факт, что Voyager проработал почти полвека до своего первого серьезного сбоя, это не просто удача, а результат соблюдения стандартов. В третьей реальности, аэрокосмической, требования НАСА предписывают загружать транзистор по напряжению меньше, чем на 75% от его номинального напряжения. Вне земной атмосферы транзисторы постоянно бомбардируются протонами и тяжелыми ионами. Когда такая частица на огромной скорости прошивает кристалл, она вызывает мгновенный микропробой. На высоком напряжении этот пробой превращается в неуправляемую лавину, которая просто испаряет кремний. И чем ниже напряжение на транзисторе, тем выше его шансы пережить попадание космической частицы. Поэтому загрузка меньше 75% — это не вопрос лишней осторожности, а единственный способ сохранить электронику в рабочем состоянии в космосе. Раздел 5. Анатомия выброса и настоящий арсенал разработчика. Если мы не в космосе и не на заводе, как нам вписаться в наши компактные 80% загрузки и не спалить плату? Нужно давить сами выбросы, а не завышать номинал. Напряжение на стоке закрывающегося транзистора — это не только питание, это энергия, накопленная в паразитной индуктивности контура, которая генерирует ЭДС самоиндукции. Формула звучит так. Пиковое напряжение на стоке равно сумме напряжения питания и паразитной индуктивности, умноженной на скорость изменения тока. При современных скоростях переключения ничтожный сантиметр разведенной дорожки генерирует выброс в 100 вольт. Итак, инструмент первый — это настройка цепи затвора. Увеличение номинала резистора затвора приводит к замедлению перезарядки внутренних емкостей. Снижение скорости изменения тока уменьшает выброс самоиндукции, плавно сглаживая пик напряжения. Но тут нужен ювелирный баланс, иначе вы проиграете в динамических потерях. Далее инструмент второй — снаберы и активное ограничение. Самый старый и известный метод — классический RC-снабер. Он работает просто. Берет энергию паразитных колебаний и превращает ее в тепло на резисторе. Современный ответ — Active Clamp или активное ограничение. С помощью дополнительного ключа мы жестко фиксируем выбросы и возвращаем их энергию обратно в систему. Именно использование таких инструментов позволяет инженеру уверенно применять ключ с напряжением 100 вольт вместо 150 или 200. Более того, в ряде случаев, когда трассировка выполнена верно, а активное ограничение работает, запас в 10%, то есть загрузка ключа на 90%, становится абсолютно реальным. Как видите, выбор подходящего компонента — это всегда поиск оптимального решения. Впрочем, вы и сами это знаете, поэтому обобщаем. Итоговый чек-лист. Подводя черту, давайте составим краткий чек-лист грамотного выбора MOSFET для вашего следующего проекта. Первое. Запас карман тянет. Помните про зависимость степени 2,5. Выбирая транзистор с двойным запасом по напряжению, просто на всякий случай, вы получаете в 5,5 раз больше потерь. Не завышайте паспортное напряжение без необходимости. Второе. Контекст решает все. В промышленном приводе загрузка транзистора на 50% — это вопрос выживания схемы. В космосе это защита от тяжелых ионов. Но если вы делаете компактный преобразователь, ваш ориентир на уровне 80%. Третье. Боритесь с причиной, а не со следствием. Вместо того, чтобы ставить медленный и горячий высоковольтный ключ, боритесь с выбросами. Ищите баланс, увеличивая номинал резистора затвора или внедряйте схемы активного ограничения, которые зафиксируют напряжение.
Безопасность вашего устройства обеспечивается не толщиной транзистора, а качеством проектирования. Чек-лист и ссылки на использованные стандарты и источники уже ждут вас в нашем телеграм-канале. А для тех, кто хочет погрузиться в тему еще глубже, на нашей странице в Boosty вышел подробный аннотированный список самых интересных материалов по этой теме. Все ссылки в описании под видео. Разводите платы грамотно и читайте даташиты до конца. До встречи!